Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 7 июня. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать, друзья. Далее все более подробно в этом видео. Православная церковь 7 июня почитает священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, а также празднует третье обретение главы Иоанна Предтечи. Священномученик Ферапонт был епископом на острове Крит, хотя традиционно его почитают как епископа Кипрского. Он пострадал за веру при правлении римского императора Диоклетиана. В это время происходили жестокие гонения на христиан, и Ферапонт, как преданный епископ, отказался отречься от Иисуса Христа, за что подвергся мученической смерти. Мощи святого изначально находились на Кипре и прославились многими чудесами, привлекая к себе паломников и верующих. В 806 году из-за угрозы нашествия мусульман мощи Ферапонта были перенесены в Константинополь. Во время плавания от святыни исходила благоуханная мира, что было воспринято как знамение Божьей милости. Когда началась морская буря, корабль, на котором находились мощи, был чудесным образом спасен от гибели. В Константинополе мощи тоже прославились чудотворениями. Перед ними возвращались к жизни умирающие и исцелялись люди с различными болезнями. Это дар исцеления и особое благословение святых мощей свидетельствует о значимости священномученика Ферапонта для верующих. 7 июня православные христиане отмечают одно из значимых событий в церковном календаре – третье обретение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Этот день имеет особое значение для верующих, ведь Иоанн Креститель занимает уникальное место в христианской духовной практике. Иоанн Предтечи выделяется среди других пророков и святых своим особым предназначением. Он был не только предшественником Иисуса Христа, но и провозвестником Его пришествия. Иоанн родился в семье священника Захарии и праведной Елисаветы, а его рождение и жизнь сопровождались чудесами и знамениями. С детства Иоанн посвятил себя служению Богу, жил в пустыне, где вел аскетический образ жизни и крестил людей в реке Иордан, призывая их к покаянию. Третье обретение главы Иоанна Предтечи произошло около 850 года. В период волнений, связанных со ссылкой Иоанна из Златоуста, глава Иоанна Крестителя была перенесена в город Емесу, а затем в начале IX века, во время набегов сарацин, ее спрятали в городе Каманы. В 842 году, после восстановления иконопочитания, патриарху Игнатию было указано место, где скрыта глава святого. Император отправил посольство, и святыню обрели вновь. Голову перенесли в Константинополь и поместили в придворной церкви. Сегодня часть этой святыни хранится на Святой горе Афон в Греции. Для православных верующих молитва Иоанну Крестителю обладает чудотворной силой. Издавна считается, что обращение к святому помогает при головных болях и даже исцеляет болезни головы. Эта древняя народная примета передается из поколения в поколение и продолжает жить в наши дни. Многие верующие, испытывая физическую или духовную боль, обращаются к Иоанну Предтечи за помощью и утешением. Мы вам оставим в описании к этому видео молитву к Иоанну Крестителю, и если у вас будет желание, обязательно ее прочтите. Также Иоанн Креститель был известен своей преданностью и самоотверженностью. Он вел строгий аскетический образ жизни, носил одежду из верблюжьей шерсти и питался диким медом и саранчой. Его проповеди и крещения в Иордане привлекали множество людей, которые приходили к нему за наставлением и покаянием. Иоанн не боялся говорить правду и обличал грехи, даже когда это касалось власти. Его непреклонность в вере и служению Богу сделала его примером для миллионов верующих по всему миру.
7 июня выпадает у нас с вами, друзья, на пятницу. Есть однодневный пост. Не употребляйте мясо и молочные продукты. Это касается также ингредиентов готовых продуктов. Но это касается тех людей, которые стремятся держать пост. 7 июня в народном календаре отмечается Иванов день, также известный под другими названиями, как Иван Медвяные росы, Иван Головастый, Иван Гусятник, Завистник птиц, Ферапонт Худые росы и Ферапонтов день. Этот день, богатый традициями и приметами, особенно выделялся среди прочих благодаря особым природным явлениям и связанными с ними поверьями. Одной из главных особенностей этого дня являлись медвяные росы. По приметам, если в этот день выпадет медовая роса, то это предвещает моровую болезнь на скотину. Медвяные или медяные росы считались вредными и пагубными для растений, скота и даже людей. Народная мудрость гласит, что от Ивановой росы и трава ржавеет, что указывало на губительное воздействие этих роз на растительность, которые могли вызывать ржавчину. 7 июня добавлял много забот хозяйкам. С раннего утра им нужно было выходить в огород и укрывать все грядки, чтобы защитить растения от медвяных роз. В народе было принято считать, что медвяные росы могут погубить урожай, поэтому на этот день приходилось много труда и забот. Матери особенно следили за тем, чтобы дети не бегали босиком по траве. Согласно поверью, тот, кто наступит на ржавую траву, может сильно заболеть. Скотину выгоняли на пастбище только после того, как роса сойдет, поскольку медвяные росы считались пагубными и для животных. Для защиты от медвяных роз и их пагубного воздействия крестьяне 7 июня молились Иоанну Крестителю, прося его заступничества. Вера в силу молитвы и заступничества святых была глубоко укоренена в сознании наших предков, и эти обряды помогали им справляться с жизненными трудностями. Иванов день также был известен под другими названиями, каждое из которых имело свое значение и историю. Название Иван Гусятник связано с тем, что в этот день крестьяне выпускали гусят на пастбище, а Завистник птиц указывало на внимание, которое уделялось наблюдению за поведением птиц в этот день. Название Ферапонт Худые росы и Ферапонтов день связаны с именем святого Ферапонта, почитаемого 7 июня. С Иванова дня крестьяне начинали сеять поздние яровые хлеба и высаживать рассаду капусты. Эти работы проводились на восходе солнца, чтобы никто не видел, что символизировало тайную и обережную природу этих действий. Хозяйки, берясь за первый стебель капусты, обязательно произносили магические слова. И это было не просто пожелание, а ритуал, который должен был обеспечить успешный рост и богатый урожай. Также в этот день было принято собирать некоторые лекарственные травы. Травы, собранные на Иванов день, считались особенно целебными и мощными. Сбор происходил рано утром, пока роса еще не высохла, что добавляло растениям силы и лечебных свойств. Иванов день также был временем для проведения ритуалов и обрядов, направленных на привлечение внимания сильного пола и сохранение девичьей красоты. Молодые девушки проводили специальные обряды и читали магические слова, чтобы подчеркнуть свою привлекательность и обаяние. Что же нужно было делать в этот день 7 июня по народным приметам, традициям и обычаям? В этот день рекомендуется надеть белое. Белый цвет ассоциируется с чистотой, светом и удачей. Считается, что он принесет вам благополучие во всех жизненных сферах, будь то работа, личная жизнь или здоровье. Белый цвет будет способствовать и вашему успеху. Для одиноких людей этот день может стать шансом найти вторую половинку. Если вы находитесь в конфликте с кем-то, белый цвет поможет наладить отношения, и все недопонимания обязательно исчезнут. Наши предки верили в силу белой одежды в этот день. Болезненных и ослабленных людей облачали в белые рубахи, считая, что это способствует выздоровлению. Белая одежда символизировала чистоту и защиту от негативных влияний. 7 июня также было и отличное время для сбора лекарственных трав. Это древняя традиция, когда травники выходили на луга и поля рано утром, чтобы собрать растения, которые обладали максимальной целебной силой.
Травы, собранные в этот день, использовались для приготовления отваров и настоев, которые помогали при различных заболеваниях. Также в этот день было принято высаживать рассаду капусты. Высадка происходила тайно на рассвете, пока их еще никто не видел. Ну и, конечно же, эти слова сопровождались особыми словами. Тайное выполнение этих действий считалось важным, чтобы защитить будущий урожай от сглаза и неудач. Смена прически 7 июня благоприятно скажется как на состоянии волос, так и на вашей личной жизни. Стрижка в этот день будет способствовать укреплению волос, их здоровью и красоте. Также это может привлечь позитивные изменения в вашу жизнь, улучшить настроение и самооценку. В этот день можно было проводить обряды и ритуалы, связанные с природой. Если вы чувствуете себя усталым или нуждаетесь в поддержке, проведите время на свежем воздухе, в парке или в лесу. Обратитесь мысленно к силам природы, попросите их о помощи и защите. Это поможет вам восстановить внутреннюю гармонию и энергию. Также 7 июня подходящее время для медитации и самоанализа. Посвятите этот день размышлениям о своих целях, мечтах и планах на будущее. Запишите свои мысли и идеи, подумайте о том, что вам нужно для достижения желаемого. Это поможет вам лучше понять себя и направить энергию на важные для вас дела. Как вариант, проведите время с семьей и с друзьями. Общение с близкими людьми принесет вам радость и поддержку. Поделитесь своими мыслями и переживаниями, обсудите планы и идеи. Взаимопонимание и поддержка окружающих помогут вам почувствовать себя увереннее и даже счастливее. В Иванов день, отмечаемый 7 июня, существует множество запретов и народных примет, которые на Руси соблюдали с особым вниманием. Эти обычаи и традиции сформировались на основе многовекового опыта и наблюдений наших предков. Одним из основных запретов 7 июня являлся запрет на генеральную уборку и подметание пола веником. На Руси верили, что вместе с мусором и пылью можно вынести из дома счастье, финансовое благополучие и удачу. Поэтому в этот день, если есть необходимо очистить пол, рекомендовалось воспользоваться пылесосом, но не очищать мусоросборник до следующего дня. Это поможет сохранить порядок в доме и избежать возможных неприятностей. В народе считалось, что 7 июня выпадают медвяные росы, которые могут нанести вред здоровью. Поэтому матери строго следили за тем, чтобы дети не бегали по утренней траве, чтобы избежать любых заболеваний. Взрослым также не рекомендовалось ходить по росе, чтобы не рисковать своим здоровьем. На Иванов день запрещено носить черную и серую одежду. Согласно народным приметам, это может привести к тоске и грусти, которая будет преследовать человека все лето. Вместо этого рекомендуется выбирать светлые, яркие оттенки, которые привлекут радость и благополучие. Категорически запрещено и плевать на землю 7 июня. Считалось, что плевок может осквернить землю, и тот, кто наплевал, может быть наказан черной полосой в жизни, которая продлится до тех пор, пока он не искупит свою вину. Это серьезное предупреждение, которое должно было заставить человека задуматься о своих поступках и о уважении к окружающей среде. Также существовала народная примета, что влюбленные, которые сидят около забора 7 июня, могут вскоре расстаться. Поэтому для свиданий и романтических встреч в этот день лучше было выбирать другие места, чтобы не навлечь на себя неприятности в отношениях. Не рекомендуется 7 июня просить о повышении по службе или прибавлении зарплаты. Считалось, что такие просьбы могут привести к обратному эффекту. Человеку могут лишить премии, понизить в должности или уменьшить оклад. Лучше отложить такие разговоры на другой день, чтобы избежать негативных последствий. В этот день также не стоит проводить косметические процедуры с лицом, такие как пилинг и маски. Согласно народным приметам, после таких процедур кожа может покрыться пятнами, похожими на ржавчину. Это предупреждение призвано защитить людей от нежелательных эффектов и сохранить их красоту и здоровье. Также обращаем ваше внимание, что в этот день каждая стрижка волос будет восприниматься как магический ритуал.
Существует даже поверье, что ножницы, касаясь ваших волос, отгоняют тени одиночества и привлекают новые связи и возможности. Поэтому, если вы задумывались о смене прически или просто хотите освежить свой образ, то знайте, что 7 июня отличный день для этого. Работать в огороде 7 июня не рекомендуется, особенно в утренние и дневные часы. В этот период лучше избегать любой физической активности на земле, так как это может негативно сказаться на урожае и вашем самочувствии. Позвольте природе самой позаботиться о ваших посадках в этот день. Вот, друзья, вот такой у нас с вами день 7 июня по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео.